В субботу у меня для вас отличная новость. Я вчера выложил вторую, но не заключительную часть расследования, которым я занимался последние полгода. Не только этим расследованием, другими, я многими занимаюсь. Но это я решил критически важным придать публичности, огласке, потому что мне кажется оно характерное, хорошо демонстрирует, как на самом деле работает пропаганда в современном мире. Расследование называется «Зов правды». Посмотрите, почитайте на Buy Me Coffee текстовую часть расследования. Но если очень коротко, для тех, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас. Напишите мне комментарий, что вы думаете об этом расследовании. Почитайте его. Две части можно прочитать в свободном доступе на сайте Buy Me Coffee. Ссылка есть в описании к этому ролику и в первом комментарии. Суть расследования такая. В 23-24 году в больших западных газетах типа Эль Мундо, ведущих газетах мира, публиковались статьи о фейковых, ненастоящих сайтах, которые создавало российское государство или подконтрольные ему структуры. И на них, на этих сайтах дублировалась информация. Одна из сетей этих называлась Doppelganger, то есть двойник. Цель этих сайтов в том, чтобы вводить западную публику в некое замешательство. С нарративом не все так однозначно. Но по сути это пропагандистские сайты, которые двигали вперед выгодный Москве нарратив. Я читал эти исследования. Я видел исследования, которые провели во Франции, связанные с государственными структурами агентства. Об этом есть информация в моем расследовании. Я проанализировал информацию оттуда и оттуда. И как квалифицированный факт-чекер и журналист-исследователь по открытым источникам решил перепроверить некоторые доводы, которые приводились в этих статьях. Таким образом, я нашел 3 сетки. Первая сетка условно называется «Правда». Эта сетка использует характерные признаки при оформлении своих сайтов, телеграм-каналов и ВК-аккаунтов. Эта сетка, то есть набор сайтов, транслирует российский нарратив, российскую пропаганду на недружественные страны, то есть страны коллективного Запада, так называемое. Но в последние месяцы, поскольку я длительное время проводил расследования, начали появляться и сайты по тем странам, которые интересны России. То есть это страны Африки и по персонам тоже. То есть персональные сайты по Макрону начали появляться, например, по Трампу. Это в статье написано все. Buy Me Coffee. Переходите, читайте. Первая сетка на английском, на французском, немецком, испанском языке, на 30 языках. Правда, да? Вторая сетка связана с первой, я думаю, что одним и тем же администратором, той же командой, по тем же принципам построенная. Это сетка ЗОВ. Да, они используют это слово в оформлении своих сайтов. У них даже есть персональный сайт, посвященный этому слову. Такой вот итоговый. Это типа новостной агрегатор на русском языке, который работает на Украину. Не знаю. Моя догадка в том, что он сделан для того, чтобы транслировать информацию, скажем так, из первых рук для так называемых ждунов на Украине. То есть тех, кто ожидает приход русского мира, тех, кто ожидает усиления влияния, скажем так, России на украинских территориях.
Значит, вторая сетка ЗОВ. Информацию для этих сеток берут в основном из государственных российских СМИ, из прогосударственных СМИ, которые связаны с Россией, с российским режимом, хотя бы общим видением, так сказать, будущего, и из разного размера телеграм-каналов. И третья сетка, самая большая по количеству сайтов, тоже на русском языке, она как бы предназначена для внутрироссийского использования. В ней сотни сайтов, практически по каждому городу в России, по очень многим территориям, типа Байкал, Камчатка. И в этой сетке, в этом наборе сайтов информация подается, знаете, вот в ключе «царь хороший, бояре плохие». Или вот «да, сейчас сложно, но завтра будет лучше, мы типа работаем над улучшением». То есть эта сетка, она самая, скажем так, изощренная, самая искусная в подаче информации. То есть понятно, что она рассчитана на жителей России, которые знают ситуацию на местах, поэтому они не могут впрямую там транслировать пропаганду. И информация дается в таком ключе, что ну да, ну вот есть проблемы, да, допустим, есть коррумпированные чиновники, но мы с ними боремся и вот типа искореняем эту проблему. То есть как бы все равно отбеливает московские власти, обеляет, да, говорит, что ну вот все будет лучше. И люди, я вот читал разные сайты по разным регионам, где я там никогда раньше не был и не интересовался, типа по Чукотке. Хорошо сделанная пропаганда. Читаешь и кажется тебе, что да, действительно, ну временные сложности, ну вот, ну это чем-то похоже на то, что на телевидении транслируется, но вроде как такая, знаете, полуправда и так правильно расставлены акценты, что хочется верить в это. И тут в этой сетке огромное количество сайтов. Эту сетку я назвал Топ Ньюс. Есть еще предположительно одна сеть пропаганды, которую, например, в докладе французского агентства тоже приписывают к этой же сети пропагандистских сеток. Но мне, как мне кажется, удалось достоверно установить, что вот эта украинская сетка на украинском языке с украинскими же доменами в украинской зоне УА, она не контролируется российскими властями, не продвигает российские нарративы. То есть, по сути, я нашел вот в предыдущих исследованиях критические фундаментальные ошибки. Я доказываю, почему эти ошибки фундаментальные. И самое важное, что я вам пытаюсь сейчас объяснить. Эти две части расследования по этим 4 на самом деле сеткам, 3 пропагандистских, а 1 ошибочно была причислена к пропагандистской, по моему мнению, я анализирую в 3-й части своего расследования, которая будет доступна для подписчиков на Patreon и Boosty, и для тех, кто отправит мне донат на сайте Buy Me Coffee, в 3-й заключительной части для подписчиков я на самом деле раскрываю, с кем связаны эти пропагандистские сетки, с какими организациями, с какими, возможно, физическими лицами. Объясняю настоящие мотивы, почему эти сети пропаганды были созданы. Ну, самое интересное и самое, скажем так, трудоемкое, прежде всего по времени, которое я потратил на поиск этой информации, на ее анализ, будет доступно для подписчиков на Патреоне и на Бусти, или для тех, кто отправил мне донат на Buy Me Coffee. Мне кажется, что вам стоит подписаться
на любой из этих 3 платформ. Вот такое расследование. Я чрезвычайно собой горд за то, что я провел такое расследование. Делал я практически всю работу в одиночку. Я привлекал экспертов для анализа определенных видов информации, потому что невозможно быть специалистом во всем. Я обладаю определенными знаниями техническими. Есть многолетний опыт расследовательской журналистики, но все равно были моменты, где мне нужно было привлекать сторонних экспертов, и их мнение приведено в этих публикациях. Переходите на Buy Me Coffee, ищите ссылку в описании к этому видео, читайте. Информация сейчас доступна на русском языке. И в течение нескольких дней, поскольку на самом деле информация у меня, то, что я выложил, это, может быть, 10% от того, сколько я накопал. Информации очень много. Я постараюсь на следующей неделе сделать перевод на английский язык. И желающие могут прочитать, кому удобнее, кто смотрит это видео сейчас с субтитрами, желающие могут прочитать там же на Buy Me Coffee или на Патреоне, на Бусти. Все 3 части, если вы подпишетесь, конечно, или отправите донат, все 3 части вы сможете прочитать и на английском языке. Вот так вот. Приходите, смотрите, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я до этого размещал информацию по другому расследованию, которое я веду по поводу женщины Светланы, которая утверждает, что ей дистанционно управляют. Начала приходить ко мне информация, поэтому если у вас есть информация, которая вы считаете требует дополнительного расследования, о каких-то коррупционных схемах в России, в Испании, в Европе, связанных с Россией, если у вас есть какая-то информация вообще, по вашему мнению, интересные, которые бы я мог расследовать и на основании которой я мог бы сделать какую-то интересную публикацию, пишите мне, есть контакты в Телеграме, в Сигнале, можете отправить мне письмо на электронную почту. Если вы боитесь за свою конфиденциальность, откройте ящик на Patreon Mail, на любом другом анонимном почтовом сервере, отправьте мне информацию, гарантирую вам конфиденциальность. Все, удачного чтения, приятных ощущений. Будут вопросы, пишите в комментариях к этому видео или присылайте мне их индивидуально. Всем пока, удачной субботы.